Генерала призвали уйти. Вторая волна протестов охватила Киев. Украина заговорила о расколе. Военные пошли против Зеленского. Политический мятеж. На Банковой идут в отказ. Глава СБУ на месте министра обороны. Зеленский огласил приоритет. Отдан приказ. Неожиданный голос. Американцы готовят переворот в Украине. Когда и зачем? Кто стоит за прогнозом? Атака на кортеж президента и 47 уголовных дел. Спецоперация разведки РФ в столице. Громкое обвинение. Предвоенный режим власти идут на экстренные меры. Подготовка к состоянию полной готовности государства к войне. Удар британскими ракетами по РФ, заявление Лондона для Москвы. Ракетные удары по недвижимости президента, элитные дома в пыль. Военные озвучили цели. Специальная психологическая операция в Казахстане. Кто стоит за взрывом? А еще тайные переговоры российских олигархов у берегов страны НАТО и эвакуация элиты РФ. Что вывозят из страны? Друзья, всем привет! Это «Время Прядко», 17 июля на календаре. Спасибо, что подписаны. Находите выпуски сами, если они не высветились вам на главной странице. И спасибо за добрые слова. Давайте начнем. Шаг до военного положения. Польша готовится ввести предвоенный режим для мгновенного развертывания сил НАТО. Власти идут на экстренные меры. Масштабный законопроект уже в работе. Министерство национальной обороны Польши готовится внедрить изменения, предусматривающие введение нового режима. Состояние полной готовности государства к войне. Это была цитата. Как сообщили в оборонном ведомстве, документ должен устранить правовой пробел между мирным временем и чрезвычайным режимом, чтобы государство могло быстрее реагировать на резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности. Власти намерены заранее запускать процедуры переброски войск, приема союзных сил и организации военной логистики. По мнению ведомства, действующие административные и экологические процедуры слишком затягивают реализацию подобных проектов и не отвечают современным вызовам. Новые нормы также планируется увязать с инициативой Евросоюза по развитию военной мобильности, известной как военный Шенген, чтобы ускорить переброску сил НАТО через территорию Польши. Готовящиеся нормы также охватят реализацию оборонных инвестиций. Это касается дорог, железнодорожных линий, портов, аэропортов, баз горючего, трубопроводов и перегрузочных пунктов, необходимых для приема и обеспечения войск НАТО. Мы не можем ждать 1,5 года, а в обычном режиме 2 или 3 года, чтобы хоть что-то построить, подчеркнул советник министра обороны. Он заговорил. Украинская разведка стоит за покушением на убийство. Громкое заявление украинского олигарха из Монако. Бизнесмен Вадим Ермолаев, выживший при взрыве в княжестве, назвал виновных. По его словам, это офицеры украинской военной разведки. Заявление он изложил в письме, которое, как пишет французская газета «Нис Матен», обнародовали его юристы. Ермолаев уверен, убить хотели всю семью. Киллеры видели рядом с бизнесменом его партнершу и ребенка. Ермолаев требует независимого расследования, а от властей Монако, Франции и Киева защиты для близких, свидетелей и адвокатов, пока не найдут заказчика. При этом Зеленского бизнесмен благодарит за личное внимание к делу. Вот что написал Ермолаев в письме. Имеющиеся в настоящее время данные также позволяют предположить, что операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, а включает в себя сотрудников ГУР, некоторые из которых предположительно близки к нынешнему или бывшему руководству этой службы. В украинской разведке обвинения отвергают. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил в комментарии РБК Украина: «Дело обрастает конспирологией и умышленными манипуляциями, направленными против национальных интересов Украины. А это создает дополнительное давление на следствие». Оценочные политические заявления здесь точно не работают на пользу. ГУРМО продолжает выполнять задачи по противодействию российской агрессии и действует исключительно в пределах определенных законом полномочий. Напомню, взрыв в Монако прогремел вечером 29 июня. Пострадали Ермолаев и его семья. Подозреваемой в установке взрывчатки стала украинка Анастасия Березовская. Интерпол объявил ее в розыск, но через несколько дней женщину нашли убитой под Киевом. В ее убийстве подозревают действующего сотрудника ГУР и бывшего СБУшника. Оба арестованы без права на залог. Генерала призвали уйти. Вторая волна протестов охватила Киев. Во второй половине дня 16 июля люди вышли на улицы с требованием отставки главкома ВСУ Сырского.
Причина – раскол и увольнение с должности министра обороны Украины Михаила Федорова. Протестующие кричали «Сырский геть», то есть «Сырский вон». Новый митинг начался буквально через несколько часов после разгромной речи самого Федорова, который, не стесняясь, критиковал главкома ВСУ Сырского за его решение. Он уверял, что в ВСУ часто задвигают на задний план тех, кто добивается результатов. Сырский плетет интриги и подвел страну к расколу, так считает Федоров. Это самое яркое, часто цитируемое заявление уже бывшего министра обороны. Вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, в чем задача главкома, он придумал, как расколоть страну, в которой мы сегодня с вами находимся. И в этом есть большая проблема, потому что я по своему характеру не хожу жаловаться на те проблемы, которые есть. Уволенный министр обороны обнажил раскол в самом сердце военных усилий Украины, противопоставив новую гвардию, делающую ставку на технологии как способ победить Россию, главкому ВСУ Сырскому, как представителю старой гвардии. Так о событиях пишет агентство Рейтер. Сырскому напомнили о его возрасте, ему 60, и образование он получил советское, да еще и в Москве. Ожесточенные высказывания указывают как на растущее внутреннее давление внутри украинских сил обороны более чем через 4 года после полномасштабного вторжения России, так и на расхождении в видении того, как вести войну в эпоху дронов. В западной прессе также пишут фактически о политическом мятеже в Украине. Военные пошли также против Зеленского. Не массово, но недовольство есть. На сторону Федорова, которого выгнал Зеленский, обосновав это тем, что Сырский и министр обороны не смогли найти общий язык и что проблемы на поле боя в бригадах с мобилизацией оставались нерешенными, стали заместитель командующего воздушными силами ВСУ Елизаров, а также командующий объединенными силами ВСУ Драпатый, который заявил, что реформы важнее фамилий, упрекнув Зеленского в том, что тот сделал неправильный выбор. Сегодня министр сказал, что многие из этих решений приходилось проводить вопреки системе, а не благодаря ее работе. Я знаю, что это правда и считаю, что так не должно быть. Многие командиры могут это подтвердить. Когда правильное решение приходится проводить вопреки системе, а не благодаря ей, это означает, что сама система нуждается в изменениях. Зеленский при этом уверяет, что слышит народ Украины, который вышел на протесты, однако есть решения, которые он будет принимать лично. Он также подтвердил существование раскола между Федоровым и Сырским, а сам Сырский, главком ВСУ, решил подколоть Федорова, намекнув на то, что экс-министр обороны спокойно проводит свои пресс-конференции и брифинги в Киеве благодаря украинским военным, которые смогли отстоять столицу в 2022 году. События в Киеве на Западе уже назвали внутриполитическим кризисом. Кадровые перестановки происходят на фоне сложной ситуации на фронте, где технологические успехи Украины сталкиваются с острой нехваткой пехоты и давлением РФ на Востоке, пишет Рейтер. Агентство приводит и критику, звучащую в адрес Зеленского внутри страны. В трудные моменты Зеленский ведет себя как герой, написал главный редактор украинского издания НВ Виталий Сыч. Но не стоит забывать, что трудные моменты часто вызваны его идиотскими решениями. Протестующие украинские соцсети гудят, Зеленского едва ли не обвиняют в работе на Кремль, ведь российские военные позитивно отреагировали на отставку Федорова, а протесты, которые накануне прошли во многих городах Украины и, судя по всему, пока не утихнут, это реакция, которая стала одной из самых значительных публичных проявлений несогласия с Зеленским с момента Большой войны в 2022 году. Так о событии пишет Financial Times. Протест произошел почти ровно через год после того, как Зеленский попытался захватить власть, лишив украинские антикоррупционные органы независимости и подчинив их своему назначенному генпрокурору. Тогда парламент автоматически одобрил законопроект, но был вынужден быстро отступить после общественного возмущения и первых массовых протестов с начала полномасштабной войны. Зеленский при этом накануне предложил Федорову остаться у него в советниках. Федоров отказал и надеялся, что Зеленский опомнится и все вернет вспять. Но уже вечером с Банковой прозвучал сигнал. Зеленский пошел в отказ, а исполняющий обязанности министра обороны выбран. Это Евгений Хмара, военный человек, глава СБУ, который руководит операциями на территории РФ. Теперь дело за депутатами, которые должны поддержать выбор Зеленского, который сделал ставку на дальнобойные удары по России.
Считаю, что в нынешних условиях реальная результативность в дальнобойности, действительно сильная работа в сфере безопасности, которая гарантирует контроль за внутренней ситуацией в составляющих сил обороны, а также реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и на должности министра обороны Украины. Неожиданный голос. Американцы готовят переворот в Украине. Так считает некогда премьер-министр страны, заочно осужденный в Украине за госизмену и против которого открыт еще ряд других уголовных дел. Николай Азаров. Так он отреагировал на перестановки в правительстве Украины и на то, кто занял пост, который 12 лет назад принадлежал самому Азарову. Он считает, что приход в премьерское кресло Сергея Карецкого, бывшего руководителя «Нафтогаза» и «Укрнафты», который сменил на этом посту Юлию Свириденко, это схема по обновлению состава возможных претендентов на пост президента вместо Зеленского, и за ней стоит Вашингтон. То, что Карецкий — кандидатура и Мингича, и Зеленского, и вообще это человек из этого клана, это ясно, и поэтому совершенно очевидно, что, видимо, американцы согласились с таким подходом. Он их устраивает. Просто сам Зеленский их не устраивает уже по причине того, что он просто замазан по самые уши грязью коррупции и абсолютно не популярен в стране. Отмечу, что слова Азарова в Украине не комментировали, там он до сих пор объявлен в розыск. При этом отмечу, что Сергей Карецкий имеет репутацию эффективного менеджера, а также пользуется доверием и высокой профессиональной оценкой со стороны самого Зеленского. Именно поэтому он и был предложен Зеленским на этот пост, пишут украинские медиа. Атака на кортеж президента. 47 уголовных дел. Польша обвинила Россию в диверсии руками украинца. 18-летнего парня отправляют на пожизненное заключение в польскую тюрьму. Практически 50 уголовных эпизодов. Прокуратура утверждает, что молодой человек действовал в интересах разведки РФ, получая задания через интернет-мессенджеры, а оплату в криптовалюте. Ему вменяют участие в серии провокаций с осквернением польских памятников и нанесением надписей, связанных с УПА. Объявляя о предъявлении обвинений, Агентство внутренней безопасности Польши заявило, что это дело раскрыло механизм работы российских спецслужб, которые преследовали собственные интересы путем разжигания конфликтов между польским и украинским народами. Но главный эпизод – это атака на кортеж президента в столице, в частности запуск дрона над автомобилем Навроцкого, который проезжал по Вислостраде во время военного парада по случаю Дня войска польского в Варшаве в прошлом году. Силовики Польши заявляют, что для этого было все готово, но парня задержали до того, как он запустил БПЛА. Удар британскими ракетами по России. Истребители на прощание. Кир Стармер в последний раз приехал в Украину как премьер Британии, и в Киеве он объявил: Лондон выделяет 300 миллионов евро, чтобы Украина получила 16 шведских истребителей «Гриппен». Деньги пойдут не только на самолеты, но и на обучение пилотов, инженеров, а также на запчасти. Полноценная эскадрилья должна появиться у Киева к 2029 году. Стармер уверен, настроения в Москве меняются, и сейчас самое время усилить давление. Накануне визита агентство Bloomberg сообщило, что Британия также готовит для Украины баллистические ракеты, которые в дальнейшем полетят по российским объектам. Первые собственные за более чем полвека. Программа получила название Nightfall – «Сумерки». Контракты с производителями уже подписаны, а разработку максимально ускорили. Ракетные удары по недвижимости президента. Иран обещает превратить в пыль элитные объекты лидера США. Военные Тегерана берут на прицел башни Трампа и называют их законными целями. Корпус стражей исламской революции обещает испепелить недвижимость американского президента на Ближнем Востоке. Под угрозой гостиницы, жилые комплексы и гольф-клубы в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Омане. Среди них Трамп Тауэр в Рияде, Трамп Плаза в Джиде и несколько объектов в Дубае. Одновременно Тегеран пригрозил ударами по инфраструктуре соседних стран, если США атакуют иранские мосты и электростанции. Представитель Генштаба Ирана Ибрагим Зальфагари заявил, что ответ будет значительно мощнее любых предыдущих атак, а от инфраструктуры не останется и следа.
Вывод миллиардов долларов из России. Элита страны устроила эвакуацию своих активов. Она спасает свое состояние. Об этом пишет Bloomberg, уточняя, что богатейшие люди РФ, включая представителей из окружения Путина, все меньше верят, что их средства в безопасности. По данным издания, только с начала 2026 года неофициальный отток капитала даже по самым скромным оценкам исчисляется десятками миллиардов. И отток финансов нарастает. Страх усилили громкие изъятия бизнеса и ухудшение состояния российской экономики, говорится в материале. Только за прошлый год прокуратура передала в пользу государства активы бизнеса стоимостью более 4 триллионов рублей. Российские миллиардеры меняют структуру своих активов и ищут новые способы сохранить состояние. За последний год, особенно в последние месяцы, часть богатейших россиян изменила структуру своих активов, увеличив вложения в криптовалюту, золото, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды, особенно в странах Персидского залива. Тайные переговоры россиян в Турции. Сходка на территории страны-члена НАТО. Российские олигархи стянули свои яхты к судну Путина. У турецкого побережья собрались суперяхты как минимум 6 богатейших россиян. Именно туда в конце июня из Сочи приплыла и яхта «Виктория», которой, по данным осинт-аналитиков и журналистов-расследователей, пользуется близкое окружение главы Кремля. Скопление флотилии обнаружило издание «Верстка». Судно Путина стоит у поселка Бозбюк в 400 метрах от пляжей пятизвездочного отеля. Некоторые миллиардеры подошли к нему почти вплотную, а лодка главы ВТБ Андрея Костина в начале месяца несколько дней простояла с яхтой «Виктория» в одной гавани. Вот чьи еще суперяхты обнаружили журналисты рядом с яхтой Путина. Цитирую. Замечены лодки Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Вагита Алекперова, Андрея Костина, Искандара Махмудова и Александра Нессиса. Взрыв в Казахстане, специальная психологическая операция и эксперимент. В центре внимания Павлодар. Там под наблюдением медиков пенсионеры, которые исполнили приказ и устроили взрыв в одном из отделений банка. Спецслужбы были подняты по тревоге после того, как супруги пронесли в банк торт, а вместо начинки петарда, которая в итоге наделала беды. Она была подожжена и после взрыва отправила пенсионеров в больницу. По данным полиции, пара стала жертвой телефонных мошенников и ранее уже теряла деньги, вкладывая их в фиктивные инвестиционные проекты. На этот раз злоумышленники пообещали вернуть деньги, если муж и жена выполнят их условия. Друзья, в других выпусках также много ответов на вопросы и событий. Переходите, пожалуйста, на канал и смотрите. До встречи уже завтра.